Ой, где? Где? Чисто баню. Ну что, Егоровского. Итальяна и Чина. Причина. Где? ¿Puedo grabarlo? ¿Puedo grabar tú? No, claro. Всем привет, ребята! Не виделись несколько дней. Отдыхал от видео, потому что много работал. Не знаю, последний день вообще полностью весь потратил на то, чтобы смонтировать, сделать субтитры, чтобы вам было и поинтереснее, какую-то информацию в видео добавлял. И решил записать еще видео, потому что такая интересная ситуация. Я 10 дней прожил на улице в разных местах, но в основном возле полицейского участка. И у меня пару дней назад друга бездомного выгнали оттуда. В итоге я с ними начал разговаривать, вроде бы там такая обоюдная ситуация непонятная. И проходит пару дней, и меня вчера выгоняют. Я говорю, а что такое, что случилось? Я говорю, 10 дней жил, а сейчас нельзя. Ну, в итоге говорят, если не уйдешь, сейчас мы тебя посадим, типа, в тюрьму. Я там уже у них посидел. Здесь так себе сидеть, я вам скажу. В итоге я ушел, нашел другое место. Oh my God, very good, man. What's your name, my friend? I'm Joel, my friend. Сын. Very good, man. Ребята, вот как так происходит? Вот только рассказывал вам историю, только вот как бы хотел поделиться своими эмоциями, и вот бац, встречаю карифана, которого выгнали. А он здесь подрабатывает в ребрестике, созывает народ там на покушать. Крутой чувак, знает историю про ту же Россию лучше, чем сами русские знают свою историю. Знаете, вот в чем прикол, меня он поразил. Каждый день сидит, что-то там анализирует, газеты читает. Такой прикольный чувак. У него руки одной нет. Ну так вот,
В общем, попросили меня удалиться, я удалился. Поспал, все хорошо, все отлично. Просто интересно. Поэтому решил записать ролик вот такой вот. По дню буду смотреть какие-то, рассказывать интересные истории вам. Про это и будет ролик. Давайте БНД, хорошего настроения. Если вам некуда, ребят, идти, вот почти не почти, а каждый день на неделе можете с понедельника по пятницу с 5 утра до 11 вечера открыт стадион. В субботу с 7 до 11 вечера и в воскресенье вчера с 7 до 3. Пойду. Что здесь все есть? Руки помыть, умыться, в туалет сходить, поспать, тенечек, дождь, не дождь. Не знаю, может даже интернет есть, но я здесь просто отдыхаю от всего телефона. Пойду сейчас на трибуны, у меня уже место, я там уже дня 2 или 3 подряд отдыхаю днем. Вам расскажу что-нибудь интересное. Да, в общем, такие эмоции у меня. Вообще все отлично. Вот вообще все отлично. И так интересно, может раньше бы, если вот кто-то подошел, начал выгонять там или пугать, я бы начал, может быть, что-то там более подробно интересоваться. Настолько все гладко, четенько и ровненько, что вообще настроение отличное. И, честно говоря, я привык здесь в Мексике, много где жил, прям на улице, там в каких-то парках, на пляжах, в каких-то в частных зонах заходил, знаю частные зоны некоторые, где не было людей, там спал. И парадокс, что везде меня выгоняли, постоянно подходили, говорили, проверяли документы, проверяли наличие сумки, там, рюкзака. И постоянно вот всегда так было. Я привык. И здесь я удивился, что меня никто не трогает. Я прям возле полицейского участка сплю, никто меня не трогает. И меня корефан здесь все время спрашивает, что там, нормально, ничего не говорят. Я говорю, да, вообще норм. Ну и вот подошли там на какой-то, на 10-11 день. Не знаю, не считаю, примерно, плюс-минус. И так интересно, что вот сподвигло их выгнать меня, вот что мне интересно. То есть я же жил там 10 дней, никому ничего не делал плохого, не мешал никому, то есть там тоже старался приходить поздно, когда уже вообще людей нету, то есть ночью там в 2-3 ночи. Ложился спать, и с рассветом в 6 я вставал и уходил, то есть, грубо говоря, там 4 часа я поспать максимум мог. И что вот их заставило меня выгнать? Такой тупизм немножко, да? Забавный. И интересно, что везде здесь, в Мексике, по-разному абсолютно люди живут, по-разному энергетика чувствуется. Менталитет, культура, традиции, то есть везде по-разному. Интересно так вот эти нотки впитывать в себя и относиться к этому с юмором, не серьезно, не обижаться, не злиться, ничего, а просто с юмором относиться и навеселее, и легко. Значит, нужно мне в жизни еще больше движения, не хватает движения, то есть я там пошел, подвигался еще, поэтому прикольные мысли. Да, и можно сказать, тоже штукатурка обварена, там еще что-то. Но, ребята, крыша-то есть. Крыша-то есть. Вот что самое главное. Не важно, там штукатурка. Не штукатурка, главное, что дождь пойдет, и на трибунах люди все сухие будут довольны смотреть, как там 22 человека на поле мужиков там гоняют мячик. Да, это очень интересно, забавно. Ой, а мы так кайфово тут сходим по слэку. Вчера ходили,
так он уже чувствуется прикольно. То есть не как раньше, там я пару шагов и падал, а сейчас прям идешь, чувствуешь как силы, как движение. Очень рекомендую, советую всем попробовать обязательно Slackline. Это бомба. Пацаны на отменку побежали вон. Да, ребят, так полюбилось здесь, в этой Копии. Так спокойно, всегда. У них сад здесь, вот я пришел, тут тенек, ветер дует, слышите? Сегодня что-то тучи гоняют, возможно, к вечеру дождь будет. А может опять все продует, как обычно здесь бывает. Но свежо так, классно. Вот здесь заночевать было бы круто. Не знаю, с кем-то можно поговорить. Здесь как раз вот 2 пальмы. Чё повесить. Кайфануть вообще здесь тихо. Даже если дождь пойдет, здесь это дерево закрывает вообще плохо. Так, что у меня мысль сейчас пришла, может записаться в тренажерку, стоит всего что-то 300 песо на месяц, грубо говоря, 15 долларов в месяц, там зал прикольный, я снимал в предыдущем году, смотрите, позаниматься. Да, и какие выводы по поводу Полесье? Да все нормально, ребят. Ну, как бы, своя работа, своя жизнь, своя энергия. Что интересно, они все равно здесь, ну, какие бы они ни были, они не кошмарят до конца людей, как в России, да? То есть какая-то человечность у них там, может быть, ненадолго, на короткий срок, может быть, немного ее, но она есть. И это не может не радовать. Это очень радует. И 1000 было встреч таких интересных, поэтому есть чем сравнивать, есть над чем задуматься. Так, ребят, я забежал поужинать в Чедрауи, взял вот рис, здесь с салатом. Получилось 52 песо. В общем, рис с салатом, авокадо и севиче. Сейчас буду трапезничать. Ну что, ребята, на новом месте ночую вторую ночь. Здесь ветерком обдувает. Сейчас